So here I am, and honestly, I still can't believe it. 2 weeks ago I was in New York, about to sign the biggest deal of my life. My profession? Somebody you would call a start-upper, in the electric current industry. Competing against Thomas Edison himself. Well, I was. Right until my partner decided to screw me up. The deal was off, and my trust in people took a serious blow. And then this funny old guy came by. Angus McGuffin was his name. You have to jump right back on that horse. That's the only way. Turns out, he had a farm to sell. A prosperous farm near a cozy little town called Bravestand. Having trouble trusting people? Go to Bravestand. So, I bought the farm, packed my stuff, and got on the train. And guess who's been waiting for me at the station? A messenger with a letter. Let me read it to you. Doing business with you was a pleasure. I hope you'll find the frontiers just as pleasant. But, excuse the old man's memory. I forgot to mention some details you probably should know. The Whisperbrook River has dried off recently. That's the first thing. Bandits took over nearby mines and are making everybody's lives miserable. None you can't handle, I suppose. Your neighbors hate each other, and both will try to buy your farm. I'd rather you don't sell it. Neither of them knows its true value. Also, keep your eyes open for coyotes, boars, and snakes. Oh, and don't miss your station. It's called Two Farms. And that's just the first page. So there goes my trust in people again. I just hope this is Station 2 Farms. Cowboy life. Here I come. Жизнь ковбоя, я иду. Приветствую вас, друзья, на моем канале, и перед вами новая игра, в которую я решил поиграть. Игра называется Cowboy Life Simulator. Ну, симулятор жизни ковбоя. Игра, насколько я понял, в раннем доступе, она еще разрабатывается, но тем не менее уже в нее можно играть, она доступна в Steam. Сегодня первая серия. Я пока не могу точно определить жанр данной игры, но, наверное, может быть, так по первым впечатлениям сравнил бы вот, что я играл недавно Winter Survival Simulator, да, выживание зимой, но не хотелось по третьему разу начинать ее, и поэтому вот симулятор ковбоя. Ну, как вы видели из того, как я ехал на этом поезде, купил ферму, да, значит, несколько плохих новостей, река пересохла, кругом обитают бандиты, соседи грызут друг друга и попытаются купить мою ферму, но тем не менее я прибыл, и, как он сказал, добро пожаловать, жизнь ковбоя начинается. Так, я сейчас настрою звук и будем разговаривать вот с этим вот товарищем, Бенджамин Фостер. Так, музыку убавил. Давайте разговаривать. Вторник, 8 утра я прибыл, и у меня в кармане $5. Это мой инвентарь, мой персонаж. Здесь есть здоровье, жажда, голод, энергия. Инвентарь, изготовление. Могу делать шины. Нужны палки. Ну давайте сперва поговорим вот с этим товарищем. Здравствуй, мистер. Вы уверены, что это ваша станция? Bravestand. На одну станцию дальше.
Это ты купил ферму старого МакГаффина? Не так ли? Привет, меня зовут Бен Фостер, рад видеть вас здесь. Но сначала мне понадобится твоя помощь. Слушайте, а озвучки нет, да? Он что-то вот так вот разговаривает со мной. Все это стадо, что ты тут видишь, блокирует поезд, топчет все подряд, срет по всей станции, жрет мой товар. Это животные бедного Абрахама. У него отняла речь, и теперь он даже свой скот гнать не может, представляешь? Нужно согнать стадо со станции, в идеале на их пастбище. Они знают дорогу, тебе нужно только очень громко покричать. Справишься? Удачи. А почему он так разговаривает? Так должно быть, да? Ковбойское чутье здесь есть, слушайте, это... О как! Это наподобие ведьмачьего чутья. Смотрите. Возьмем пока тут что есть. А вот эти вот сундуки. Коробка. Нажмите погонять скот. Но это я сейчас сделаю. Я взял коробку. Не знаю зачем. Соберите ящик. Картофель. Так, перегон скота. Нажмите, чтобы погонять скот. Слушайте, ну, ковбойское чутье это уже хорошо. Да, вот они, видите, тут блокировали проезд. Oh God, I feel ridiculous. Okay, don't panic. Just shout. Yay! Ha! Go, beast! Блин, тут много всего, что можно пособирать. Ой, поезд поехал без меня. Соберите лук, я тут что-то все собираю. Надо скот гнать. Ой, корова-то куда? Вперед. Кажется, начинаю втягиваться. Слушайте, ну, графика, я бы не сказал, что прям, ну, шедевральная. Ну, вполне на уровне, берегитесь. Пригоните животных на пастбище. В принципе, ну, так, на уровне скажу. Простенько, но со вкусом. Черт, как же это приятно. Графику я, кстати, выкрутил на максимум. Максвелл ранчо Максвелла, Пайн Лейк Фарм и ферма на озере. Животное Эйба. Я так думаю, что, скорее всего, у меня на ферме тоже будут животные, я буду их разводить, коров, коз. Смотрите, я тут командую коровами и козами. Ну-ка, пойдем. У меня на панели быстрого доступа уже куча всего. Теперь мне это нравится. Надо посмотреть. Вот кнопка 2. Вот фонарь у меня есть. На кнопку 3 у меня какой-то фляга. Не знаю. На 4 смотрю, у меня виски. Здесь у меня какая-то банка. Это даже слишком весело. Оно вообще законно? Ферма Великих Равнин. Локация обнаружена. Так, я животных пригнал. Оп. Они исчезли. Ну, вернее, не исчезли, они вон в загон попались. Теперь вернуться к Бенджамину Фостеру. Так, настройка камеры. Я вот... не знаю, надо посмотреть в настройках, если... А вот это кто такой идет? Смотрите, со знаком. Авраам Розвуд. А, ну да, Бен говорил, что ты не можешь говорить. Это
то, чье стадо я пригнал. Пастух и батрак. Показать детали квеста. Вот оно задание. Пора найти мою новую ферму. Ковбойское чутье ничего не расходует. То есть это здорово, да? Я могу так. У меня, кстати, жажда. Я смотрю в правой нижней части экрана. У меня жажда и голод. Но мне выдали, тут у меня есть еда и вода. Так, давайте снова поговорим. Здесь я вроде все собрал. Вот это вот не собрал. Доски. Я думаю, что все это пригодится. Выпадает все это в мой инвентарь. Вот это вот у меня что? Фасоль можно поесть. Фонарь пригодится ночью в шахтах, в пещере. Фляга с водой. Виски, консервированный тунец, выпивка. О, вот она, ребятки, стройка. Ну, это же симулятор ковбоя, поэтому я буду строить свою собственную ферму. И вот что тут можно строить. Это вот производство, это фермерские постройки, колодец. Недоступно в раннем доступе амбар, ну, по мере разработки игры будет доступно. Так, смотрите, здесь есть кролики, здесь есть козы, свиньи, овцы, корыто, кормушка, курятник, ну, так, ну и декорации. В общем, это мы будем все строить. Давайте с ним поговорим. Спасибо огромное, добрый человек. На секунду я уж было подумал, что застряну с этими коровами навсегда. А теперь уже как следует. Меня зовут Бенджамин Фостер. Мы с женой держим универсальную лавку. Если тебе что-нибудь понадобится, заглядывай в мой магазин в Brave Stand или просто приходи сюда к моему прилавку. Так что я с радостью куплю все, что у тебя есть на продажу. Ресурсы, урожай, корма, инструмент, да что угодно, правда. Ну, обо всем по порядку. Ангус МакКаффин сказал мне дать тебе ключи от дома. Но, как бы это сказать, тебе это больше не понадобится. Это, ну, твоя ферма сгорела 2 ночи назад. Что? Я знаю, такое несчастье. Не совсем то грандиозное начало, какое ты себе представляла, а? Но не принимай это близко к сердцу. Здесь удача меняется быстрее, чем ветер в пустыне. А может и так. Фрэнк Ллойд заходил, пока ты возился с котом. Он по профессии архитектор, чересчур утонченный для здешних нужд, если хотите знать мое мнение. Впрочем, возможно, вы найдете его талантам применение получше, чем мы. Я сказал ему, что ты скоро объявишься. Ступай туда, посмотри, не ошивается ли он там еще. Удачи там. Встретиться с Фрэнк Ллойдом. Ребятки, моя ферма, которую я купил, она сгорела. Бом-бом-бом-бом, смотрите, как у нас. Доски. Я не думаю, что все это потом мне понадобится. Вот тут бутылки какие-то. Консервированные индейка. Это просто стеклянные бутылки, мусор. О, разыскиваются какие-то люди. Преступники, наверное. Так, ну что, пойдем. У меня уже на карте отметилось. Вот этот вот, видимо, будет продавать и покупать. Это я не знаю, что тут за расписание. Кстати, а могу я тебе уже что-нибудь продать? Хороший день. Да, вот. Поторговать можно. Я ему уже могу продать то, что я тут насобирал. Вот доски, например. Используется для крафта, строительства и конструирования. Ну, тогда не надо продавать. Колесо. Повозке нужно 4 колеса. Ну, не знаю. Ну, давайте вот колесо продадим ему. Свекла, лук, это я не буду продавать. А купить у него можно шины, ведро для доения животных. Но денег у меня, ребятки, крайне мало. $8, поэтому... Вот, стеклянные бутылки. Может, продадим? Он вообще копейки стоит. Поговорить можно с ним.
Почему вы называете эту станцию сторожевой башней? Когда бандиты захватили рудники, они совсем обнаглели. Они начали грабить фермы и путешественников. Тогда шериф Янг решил построить эту сторожевую башню, чтобы мы могли следить за ними. Мужчины из Брейвстенда и окрестных ферм по очереди несут дозор. Если заметят что-то подозрительное, должны предупредить остальных. В основном это срабатывает. А ты не можешь попробовать избавиться от бандитов? Это было бы идеально, да, но они сильно укреплены, а кавалерия занята в другом месте. Готовится к войне, знаешь. Так что пока мы застряли с этой проблемой. Однако шериф Янг говорит, что у них скоро закончатся ресурсы на то, чтобы удерживать свой форт. Так что пока просто не подходи даже близко, это верная смерть. Так, встречи. Окно встречи. 21:55. Так, ну мне надо вон бежать куда. Найти Фрэнка Ллойда на своей ферме. Погнали. Надо периодически, наверное, включать это чутье. Потому что могут разные предметы валяться, наверное. О, бабочки. Найдешь ферму дальше по дороге от станции. Просто следуй знакам, запрещающим вход. Их трудно не заметить. Домик небольшой, но ночью в нем должно быть тепло. Есть еще колодец и маленькая конюшня. Все, что найдешь внутри, твое, включая мебель и инструменты. И последний, о доме. Есть небольшой шанс. Дом могут сжечь. Скажем так, у меня вышла небольшая размолвка с кое-кем. Но не переживай, он не будет держать на тебя зла. Во всяком случае, удачи, парень. С уважением, Ангус МакГаффин. Добро пожаловать на ферму. Небольшой шанс, да? Но этот небольшой шанс сработал. И ферму сожгли. Это мое? Кого я обидел? Чтобы заслужить это. А это что такое? Пшеница. Да, ну я думаю, не стоит сильно расстраиваться, я все это восстановлю. Давайте сперва нужно поговорить с человеком. О, капуста. Собрать растения. Уже что-то есть. Фрэнк Ллойд. Привет, приятель. Ты новый владелец этой недвижимости? Я прав? Похоже на то. Ты должно быть Фрэнк. Фрэнк Ллойд к вашим услугам. Приятно познакомиться. Даже в таких скверных условиях. Моя ферма, ее называли Pine Lake Farm. Когда-то это было чем-то особенным, задолго до того, как МакГаффин до нее добрался. И единственное, что он когда-либо выращивал, это подозрительность к чужакам. Позволь мне помочь тебе все это отстроить заново. Если честно, мне тут чертовски скучно. Архитектор здесь больше никому не нужен. Что скажешь? А у меня есть выбор. Ну, ты мог бы сказать нет, но только если тебе по душе холодные ночи и общество дикой живности. Достаточно долго держал при себе эту книгу. Похоже, теперь она для кого-то другого. Давай, забирай. Она твоя. Читай. Ты узнаешь, как сделать базовую кровать и простой костер. Не так уж много, но ночью не замерзнешь. Что до еды, ну, пройдись по лесу, смотри в оба. Удивишься, что там найдешь. Того понемногу, всего понемногу. Хватит, чтобы перебиться. И там не только еда. Палки, ветки помогут тебе начать. Но рано или поздно тебе понадобится настоящая древесина. То есть придется срубить несколько деревьев и сделать подходящие инструменты, чтобы их обрабатывать. Но не будем забегать вперед. Пока лучше придерживаться основ.
Как пить дать? Пара-тройка добрых деньков, немного усердия, и будут у тебя свои 4 стены до крыши над головой. Ну что ж, я, пожалуй, пойду. Приятно видеть, что ферма в хороших руках. Или то, что от нее осталось. Если когда-нибудь захочешь снова поговорить, у меня есть офис в Брейвстаун, в ратуше. Удачи. Ну что, будем восстанавливать? Прочитать книгу сперва надо и собрать ягоды в лесу. Что до книги, то давайте ее прочитаем. Разблокировано деревянный молоток. Я могу теперь делать благодаря этой книге. Вот он. Незаменим в столярном деле. Изготавливается, ну, сделаем быстро. 8 палок для этого нужно. Так, ну тут сразу идет обучение, да? Ремесло. Так, мой сгоревший дом. Ну, давайте начинать. Собрать нужно ягоды, изготовить молоток, но для этого нужны палки. Так, я что-нибудь здесь вообще могу подобрать в своем доме, который сгорел? Какие-нибудь остались тут? Нет, ничего не осталось, ребятки. Так, капуста. Я не знаю, может быть, собрать ее сейчас? Оп. Мотыга нужна. Оп. Собрал вроде. Оп. Так, а тут еще что-то где-то росло. Да, вот пшеница же тут росла. Давайте-ка ее тоже соберем. Оп. Оп. Пригодна для культивации. Ну, мотыга нужна. Нужна мотыга. Так, пойдемте в лес. Да, карта тут есть в игре. Вот можно посмотреть. Смотрите, вот это что такое? Неизвестная локация. О, собирайте палки. Собирайте ягоды. А, так это мне туда надо идти. Ферма. Лавка Бена у сторожевой башни. А где у нас город Брейвстаун? Ну, я бы не сказал, что карта большая. Отважная застава. Карта небольшая. Но я думаю, по мере продвижения... Ну, тут какой-то город. По мере того, как игра будет улучшаться... О, семена капусты. Карта, может быть, будет увеличиваться. А это что? Семена. Семена конопли. Ну, как хорошо. Побежали в лес. Время 11:20. Надо до темноты, я думаю, успеть. Поставить хотя бы костер. Кстати, вода. Вот у меня есть с собой фляга. Наполнить. Оп. Так, если пить. Оп. Ну, как хорошо это работает. Раз, наполнить. Все. Так, это у нас палки. Палок тут много. На то, чтобы сделать молоток, вполне этого, я думаю, хватит. Ну, он уровень мне превышает. Надо посмотреть, наверняка есть еще и характеристики у персонажа, потому что иначе зачем эти уровни нужны? Навыки. Да, ребятки, вот они. Лесоруб. Овцевод. Этот навык скрыт. Слушайте, вот они навыки. Лесоруб. Увеличивающий шанс получения дополнительных бревен при подборе бревна 100%. Так, что еще? Еще надо найти ягоды. Хотя у меня есть консервы. Ну, по заданию нужны ягоды. А вот они. Оп. Слушайте, сколько тут много. Веток. А это что такое? Перья. Возможно, понадобится для
крафта сторел. А что больше не могу собрать? А вот собрал. Так, ягоды. 4 штуки еще надо. Свекла. О, сундучок. Патрон для револьвера. Да, тут, наверное, будет еще и оружие. Сушеное мясо. Покушать. Так, изготовить деревянный молоток. Ну, давайте. Изготовление молоток. Ну вот на первую ячейку положим. That's something new. Есть. Молоток очень важный инструмент. Чтобы начать строительство, нужно держать молоток. Контуры зданий, призраки. Просто экипируйте молоток, ищите светящийся контур. Вы можете разобрать любое здание с помощью молотка. Только молоты лучшего качества позволяют вам вернуть материалы из построек. Вон оно как. Ну, тот молоток, который я сейчас получил, мне ничего не вернет. Добыть камень. Так, добыть камень. Так, наверное, для этого нужна кирка. У меня пока только один молоток. Добыть кремень. Кремень можно добыть молотком. А, ну, видите, не нужна никакая кирка. Но мы добудем молотком. Зачем мне кремень, пока не знаю. Наверное, для костра, да? Создать кремниевый топор. Так, больше здесь нету. Кремниевый топор. Так, фляга. Надо тут все прибраться. Вот убрать. Так, сюда, топор вот сюда. Дальше что? Добыть древесину, срубая деревья. Ой, и там второе сразу рухнуло. Бревно взял. Второе дерево тоже упало. Сколько надо мне? 10 из 10. Ну, пока хватит. Постройте простой костер. Так, а что мне вот с этими развалинами делать? Просто снести их молотком? Нет? Костер. Вот он. Ну, не знаю, а вот эти дома-то. Ну, давайте пока здесь. А, вон как. Сперва я помещаю как бы схему, чертеж, потом уже сюда. Так, взаимодействие. Ремесленные станции дают возможность создавать более сложные предметы, которые невозможно приготовить вручную. Так, дальше что? Молоток, пила. Угу. Постройте место для сна. Так, ну на костре я что могу? Я могу мясо тут жарить. Печеный картофель вон есть.
А, топливо. Топливо. Ну вот, палки. Черный картофель. Черный картофель, жареная капуста. Ага. Cooking something. Hope it ain't trouble. Что-то готовлю, надеюсь, не попаду в беду. Вот с этим мне как? Это надо разбирать? Ой. Ну ладно, пускай будет. Место для сна. Кровать, значит. Не вижу. Ферма. Вот она. Простая кровать. Ну что, я буду под открытым небом спать? Так, ну давайте. И потом, я думаю, все равно это все придется перестраивать. Здесь простые палки нужны. Солома у меня откуда-то взялась. Так, обезвоживание и голод могут убить. Sure feels like a beginning. Я могу больше узнать о статусах, наведя на курсор мыши на панели инвентаря. Перелом вот есть, пьяный есть, инфекция есть. Разобрать сгоревшие здания. Во, теперь я могу это делать, наверное, да? Так. Вот так вот я это все разбираю. Новый дом будем ставить. Так, что еще? Колодец. Не нужно это. Ресурсы, я так вижу, ко мне не возвращаются, потому что у меня молоток такой, самый плюшевый, деревянный. Слава повышена. Теперь построить станцию для распила древесины и создать кремниевую пилу. О, а мне письмо пришло, смотрите. Продается отличный конь. У меня есть прекрасная лошадь на продажу здесь, на рынке животных. Кроткое и красивое животное. Кто первым придет, тот и купит. Приходите, пока ее не забрал кто-нибудь другой. Продается отличный конь. Ну, у меня денег-то нету, чтобы что-то покупать. Так, а я вот в этих ящиках могу что-то хранить? Давайте ради эксперимента положим сюда мясо. Кстати, я ведь могу их, наверное, перемещать или нет? Нет, это я только со своим молотком взаимодействую. Так, ну давайте смотреть. Станция распила дерево. Ну, вот здесь рядом со своими сундуками поставлю. Деревья, встречайте свою судьбу. Так, я теперь здесь могу распиливать бревна на доски, я так подозреваю, да? А, требуется пила. Требуется пила. Изготовьте деревянные доски. Так. Пила. Вот она. Надо выложить тут. Лишнее таскаю с собой. 56 из 75 килограмм. Так, пила есть. Но пилу, наверное, надо вот сюда. Так, а потом бревна, да?
О, пошел процесс. Превращает бревна в доски. Ну, 3 доски. Trees won't chop themselves. Деревья сами себя не срубят. Или вообще-то как будто и срубают. Давайте-ка уберем пока палки. Так, а мне надо покушать. Костер. Так, покушаем. Что я тут приготовил? Жареная капуста. Так. Картофель. Вот сразу как восполнилось. Но попить у меня есть во фляге. Так, что дальше? Построить верстак надо. Построить верстак. Вот он. Оп. Оп. Пила нужна. Пила у меня здесь. А вторую еще создадим. Бревен нет, я все сюда воткну. Так. А как разделить можно? Во. Так, пилу сделаем еще одну. 2 кремния. У меня один только кремний. Блин. Где я кремень добывал? Это около озерца. Вот. Бревна. Ну, здесь я весь кремень добыл, больше не осталось. Так, палки, палки. Ну, кремень, наверное, вот где скалы. Да, вот. Вторую пилу сделаем. Веревка. Конопля нужна. Еще одну пилу сделаем. Превращаю обрезки во что-то. Разве это не по-ковбойски? Вон там какой-то домик. Купи лошадь. А, лошадь он продает. А это что такое? Дерево. Падает. Так это не дерево, это какой-то кактус. Так, лошадь потом купим. Чтобы купить лошадь, надо что-то продать. Так, я что, с перегрузом бегаю? 69, 75.
Надо будет дом построить, а потом в дом это все перенести. Что на улице-то? Ой, а верстак пропал. Нет, вот. Вот теперь есть верстак. Simple table. but Простой it's all стол. potential. Но сколько в нем потенциала? Силки позволяют ловить животных для еды, убивая их. Их продвинутая версия заставляет ловить животных, которых можно затем привести на свою ферму и назначить их место в загоне, собирать с них ресурсы. Силки можно размещать за пределами фермы. Но не забудь расставлять их на расстоянии друг от друга. Слишком много силков в одном месте снижает их эффективность. С силков можно снять добычу и установить заново, взаимодействуя с ним после сбора. Так, доски у меня есть. Got myself a fresh blueprint. Использование лопаты позволяет создавать и уничтожать поля. Используйте мешок с семенами. Посеять семена, чтобы повышать качество. Выращивать культуры на удобренной земле. Поливать их надо. Использовать лучшую мотыгу. Создайте деревянную доску. Сделал. Купить лошадь и создать деревянную лопату. Деревянная лопата. А, вот они, силки. Ну, наверное, пока... Не знаю, надо мне пока... Наверное, пока мне не надо силки. Деревянная лопата, вот она. Здесь нужен молоток. Надо еще один скрафтить. Чего не хватает? Рукоять. Делаем рукоять. Лейка вот нужна будет. Так, рукоять сделаем. Теперь сделаем лопату. Потом лейку. Так, мне надо еще одну. Сделать еще одну. Деревянный молоток. Время 16:20. Ну, до темноты... Плохо, что дома нет. Буду спать на этом вон матрасе. Смотрите, что, кто это стучит? Невидимка тут у меня работает. Сейчас будет лопата. Спахаем. Лейку сделаем. Посеем. Тут все сделаем. Будем уже выращивать. Добыть мотыгу. Где мотыгу добыть? А, вон деревянная мотыга. Еще одна рукоять нужна. Так, лопата есть. Еще сделаем одну рукоять. Потом мотыгу. Потом лейку. Так, давайте-ка выложим что-нибудь. Ну вот патроны мне пока, наверное, не нужны. А это что такое? Солома. Пшеница. Слушайте, ну вот так вот развиваемся. Сказать. Развиваемся. Так, лопата уже у меня есть уже. Ой, у меня тут бревна, вон что тяжелое. Так, давайте-ка, наверное, их распилим. Что у нас тут? Рукоятка делается. Так, лопатой мы вот это дело рекультивируем, да? А, вот, это мы новенькую, чтобы сделать.
Вот. Засейте поле. Кстати. Сделаем побольше. Так, засеем поле. Семена у меня есть. Так, это у нас рукоятка сделалась. И мы теперь делаем мотыгу. Семена. Семена у меня были. Капуста. Вот, коноплю засеял. Я не знаю, как сеять. Наверное, вот надо делетку вот так выбрать. Раз. 2. 3. 4. Пусть будет у нас здесь конопля. Теперь лейку надо сделать. Тут еще где-то было у меня поле. Капуста росла тут. Да. Ну пусть в одном месте все будет. Так, сейчас сделается мотыга, потом сделаем лейку, польем. Ну и будем это. Дальше тут все выращивать. Купить лошадь, ну лошадь пока рано. Сейчас с огородом закончим и посмотрим, что дальше будет. Well, this is bad, but it Ну, could be worse. это плохо, но могло Like быть и if the house хуже. burned down Словно дом twice. сгорел дважды. Oh, no use standing Однако around. стоять без дела This нет place isn't смысла. going to rebuild itself. Это место самой не построить. Guess I'll head to Наверное, town. поеду в город, Talk to the поговорю с sheriff, шерифом, grab some supplies, прикуплю немного figure припасов out where to start. и решу, с чего I've начать. been through worse. Бывало и If I хуже, play my а если cards правильно right, разыграю maybe свои I can карты, make something может мне decent удастся out of all сделать this. из всего этого что-то приличное. First step to starting fresh. Первый шаг, чтобы See начать if с that чистого mailbox is листца. anything useful, Проверь, or at least или хотя бы not не more больше bad плохих news. новостей. And one И more еще кое-что. Looks like Похоже, someone's кто-то waiting ждет by у the озера lake. и выглядит Nervous. нервным. Might be Может, worth стоит heading туда over to see наведаться what's и going посмотреть, on. что происходит. Почтовый ящик – это мое окно в мир. Читайте свою почту, чтобы получать интересные задания, а также корреспонденцию и уведомления. Многие персонажи будут присылать вам письма или просьбы об определенных предметах. Не стесняйтесь удалять свою переписку. Угу. Не стреляйте в водовозы. Новое задание. Поговорите с шерифом в городке о состоянии фермы. Ну что же, ребятки, приветствую. Снова эта игра Ковбой Лайф Симулятор. Я продолжаю играть. Начал вот здесь вот строить дом. Но как-то я его стал криво строить. По-моему, да? Хотя... Вот она дорога. Ну да, по-моему, как-то я его криво ставлю. Я не знаю, можно ли тут... Можно ли его как-то перемещать? Получить лучший молоток, чтобы предметы, да. Вот он, бревенчатый домик хотел сделать. Но что-то как-то криво я его стал ставить. Вот так вроде ровно. Здесь окна. Надо подумать, где у меня будет вход. Так, лошадь я до сих пор еще не купил. У меня вот здесь вот растет кукуруза, пшеница, 11 часов. Полить надо. Так, а вот это полить. Это есть.
Чтобы купить лошадь, мне надо что-то продать. А пока продавать особо нечего, поэтому я вот решил заняться строительством. Хотя лошадь, не знаю, ну давайте посмотрим, сходим, что я могу продать так по-быстрому, чтобы купить лошадь. Ну вот кое-что у меня тут есть, бочка, зачем она нужна? А, для приготовления алкоголя. Так, ну она, наверное, в доме размещается. Так, пойдемте быстренько сбегаем. Я не знаю, что я могу продать. Продавать особо нечего. Ну, ресурсы мне нужны. Сушеное мясо может продать. 0,35 цента. А, около озера кто-то еще ждет. Давайте посмотрим, кто ждет около озера. А там вот у меня лошадь, да? Покупить. Давайте тут с этим поговорим, с товарищем. Не стреляй. С какой стати? Старый МакГаффин был сумасшедшим чудаком. Полагаю, он продал бы землю только кому-то столь же сумасшедшему. Стоило лишь глянуть на его забор, он уже начинал палить. Чудо, что он умудрился продать ту землю. Я бы удивился, если бы у него ума хватило продать ботинок, не то что целую ферму. И именно поэтому я терпеливо жду здесь, за пределами фермы. Но на самом деле мне следовало бы набирать воду из этого озера. А ты кто? Ну да, еще даже не представился, а уже стою по колено в твоем озере. Называется Пайн Лейк, чтоб ты знал. Приятно познакомиться. Я Дэви, живу в городке, в смысле в Брейвстенд, да. У меня нет работы как таковой, я просто делаю все, что могу, чтобы свести концы с концами, понимаешь? Так а что это за перевозка воды? Старина МакГаффин не обмолвился об этом, да? В Брейвстенд огромные проблемы с водой, и так уж несколько месяцев. Все это время я доставляю отсюда воду, потому что этот чертов таракан Скарлок блокирует реку Тессалюн. А с тех пор, как старого МакГаффина не стало, это озеро нас выручает. Мэр Дигби говорит, что может платить тебе $1 в день. И это его последнее слово, так что либо ты соглашаешься, либо мы все помрем от жажды, наверное. Я не смог бы так поступить, просто возьмите воду. Если так, то беру. Да, что мне $1 в день? Я не смог бы так поступить, просто возьмите воду. Я надеялся, что ты так скажешь, премного благодарен. Ну что ж, эта вода сама себя не натаскает, значит мне лучше вернуться к работе. А кстати, ты уже познакомился со своими соседями? Раффой и леди Максквелл, я имею в виду. Нет еще, но наверное стоит. Хорошая идея. Что ты хочешь знать? Ты упоминал, что мое озеро называется Пайн Лейк, правда? Да, пару лет назад к нам сюда приехала группа путешественников, искали какое-то место. Кружили по округе раза так 10, пока не сдались и не попросили помощи. Я тут сидел у озера, подошли ко мне, едва говорили по-английски. Сказали, что уже несколько дней в пути. Объяснили, что проделали весь этот путь, чтобы увидеть нашу местную достопримечательность. Так они сказали. Судя по всему, они прочитали в какой-то ихней газете, что у нас тут есть розовое озеро. Хотели увидеть его собственными глазами. Я сказал им, что мне жаль, что я не знаю, что они имеют в виду, и что у нас в округе никаких розовых озер нет. Покрутились тут еще пару дней, а потом просто уехали на поезде, все грустные и разочарованные. Не мог выбросить это из головы. Я спросил Кларка, нашего бармена в городе, не знает ли он, что они могли иметь в виду. И тут нас осенило. Пайн Лейк. Они хотели увидеть Пайн Лейк. Всего одна чертова буква разницы. Позже оказалось, что это какая-то газета допустила эту ошибку. После этого к нам приехало еще больше людей. Пайн в переводе розовая. Думаю, мы могли бы на этом подзаработать. Поменять название, окрасить озеро свекольным соком. Мэр Дигби просто высмеял меня.
Но я знаю, что это были хорошие идеи, его упущения. Только подожди. Однажды я уговорю его на это. Ему просто нужно научиться ценить мой гений, понять мое видение. Поговорить с шерифом. Навестить мисс Максвелл и поговорить с Раф. Так, навестить Раф. Поговорить с шерифом. Слушайте, а где задание? А где задание с лошадью? Вот. Купить лошадь. 470 метров. Так, ну давайте, ладно, пока я оставлю, потому что, ну, нету у меня денег, да и продавать-то особо нечего. Давайте вот что, я пока поставлю на паузу и займусь постройкой дома. Дождусь, когда у меня вырастет конопля. Да, вот ее надо уже поливать. Потом я весь свой урожай соберу и сходим, продадим его, купим лошадь. Вот так вот сделаем. А пока это все у меня растет, я буду строить дом. Потому что, ну, одну ночь я переночевал прямо вот на этом матрасе. Сейчас поставлю дом. Там посмотрю, еще много что можно ставить. Так, это надо полить все. Ну, это аж 18 часов будет расти. Ну, вот у меня пшеница через 9 часов. Пшеница, ой, пшеница долго. Закончилась. Почту надо прочитать. Так, продается это. Поиск капусты для бигоса. Недавно я узнал о потрясающем рецепте бигоса. Знаешь, польского блюда. Мне нужно всего 5 кочанов капусты приличного качества. И, честно говоря, ты бы удивился, как трудно тут их достать. Если доставишь их мне, я дам тебе рецепт. Сам попробуешь. Отличная штука, говорю тебе. Ой, слушайте, за 5 капусты он мне даст рецепт. Как задание брать? Ну, как бы я его взял, надеюсь. Так, шанс помочь стране и заработать деньги. Господин Слим Джиттер, заместитель шерифа Брейвстенда. Настоящим хочет сообщить, что он получил известие о продолжающихся федеральных военных приготовлениях. Все, кто готов помочь стране и заработать на этом несколько долларов, просят поговорить с господином Джиггерсом, чтобы узнать подробности сделки. Новому владельцу фермы настоящим предписывается немедленно явиться в офис мэра в Брейвстенде в рабочие часы для урегулирования всех юридических вопросов и оформления документов с приобретением вами имущества. Надо мне вернуться. Ой, посетить. Слушайте, а как вот это выполнять, если я вот сюда перенесу? Качество предмета слишком низкое, капуста у меня. У меня капуста 2 звезды, а надо капуста 3 звезды. Ну вот у меня сейчас она растет, надеюсь, подойдет. Слушайте, ну заданий тут куча понабралась. Силки еще вон что сделали. Так, построить новый дом вот надо будет сделать. Поговорить с шерифом. Встретиться с мэром. Навестить соседей. Так, ну даже я не знаю, чем заниматься. Хозяйством своим или идти к мэру? Оформление документов. Далеко это вообще? 617 метров. А где это 617 метров?
Подпишите документы. Давайте, наверное, сходим. Или что, или закончить пока дом. Ладно, давайте пока закончу дом, а потом сходим.